Привет, ребят! Меня зовут Катя, я очень рада видеть вас опять на своем канале. В этом видео я вам расскажу о том, как я готовлюсь к зимним праздникам, также покажу вам мои handmade открытки и handmade игрушки для елки. Перед тем, как показать свои открытки, хочу поговорить с вами о сегодняшнем празднике. Да, сегодня все празднуют католическое Рождество, но я не об этом. Хочу поговорить о древнем славянском празднике, который называется Коляда. Это не только праздник, также для славян это божество. Славяне 24-25 декабря праздновали окончание старого цикла и начало нового цикла. Они праздновали новое солнце, которое смотрит в сторону весны, которое дает больше тепла, потому что все мы знаем, что после 24-25 числа день становится длиннее, то есть солнце больше, и славяне это все праздновали. Также они считали, что этот период немного опасен, потому что колесо года размыкается в этот период и формирует своего рода такую трещину между мирами духов и миром людским. И тем самым разные злые духи, разная нечисть в этот период гуляют по земле. И многие этим пользуются и гадают в эти дни. И считается, что в эти дни гадания всегда эффективны и говорят правду, потому что сами духи помогают при гадании. Раньше гадали в основном молодые девушки, и они гадали в первую очередь на суженого, а потом, конечно же, на судьбу, на будущее и так далее. Самое распространенное гадание — это гадание с двумя зеркалами. Я сама, когда была маленькая, гадала, но не дождалась до конца, потому что мне было страшно. Надо в комнате находиться одной, чтобы никого не было, чтобы был выключен свет и горела только одна свечка. Поставить два зеркала друг напротив друга, таким образом, чтобы зеркала формировали в отражении такой бесконечный лабиринт. И надо сесть перед одним зеркалом, распустить волосы, потому что волосы дают силу при гадании, даже индейцы это говорили. И долго-долго смотреть в зеркало, в эти лабиринты, и говорят, что можно увидеть своего суженого. Чем еще славяне занимались в этот день? Они калядовали. Раньше все пели о древе жизни, об орле, который живет на этом дереве жизни, который является символом мира богов, и о щуке, которая живет под деревом, который мир, который находится ниже нас. Вот. И все люди раньше боялись, что до них не дойдут калядующие, или что калядующие не так споют для них, потому что они считали, что как споют, так и такая и жизнь у них будет в следующем году. Калядующие всегда наряжались в разных духов, в животных, и, по-моему, это, наверное, выглядело очень круто. Они делились на группы по 4 человека или больше, и они сами делали восьмиугольную звезду, в серединке была свечка, и вот они цепляли ее на палку и ходили. И эта звезда была символом нового солнца, которое смотрит в сторону весны. И вот эта, кстати, традиция осталась у нас, допустим, в Молдове до сих пор, но сейчас уже эта звезда — это символ той звезды, которая была на небе в день рождения Иисуса Христа. Раньше, когда я была маленькая, где-то с 7 по 17-18 лет, мы с друзьями очень любили калядовать, и мы ходили на Рождество, на Новый год по домам и пели песни, колядки. Это было очень весело, и нам очень нравилось, когда люди нам открывали двери. Это было очень приятно, нам было абсолютно все равно, дадут нам что-то вкусненькое или нет, или деньги. Это было абсолютно все равно, мы это делали просто из-за того, что нам нравилось. И было очень грустно, когда люди не хотели открывать, и чувствуешь себя так беспонтово. В один год мы даже решили с друзьями организовать колядки в украинском стиле, тоже вдохновившись Гоголем и фильмом «Вечера на хуторе близ Диканьки». Мы выучили песенки оттуда, колядки, и ходили тоже в костюмах украинских. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Это было очень весело, очень здорово, и я очень хочу, чтобы эта традиция сохранилась еще надолго, чтобы она передалась и моим детям, и внукам, потому что я считаю, что это что-то очень красивое, теплое и очень праздничное. И
Наверное, оно как-то сближает людей и делает их добрее. А сейчас хочу вам показать мои handmade открытки и handmade елочные игрушки. Возможно, для того, чтобы вы тоже вдохновились и что-то тоже создали самим, потому что всегда handmade подарок лучше, чем что-то купленное. Начала я с такой игрушки вишневого цвета. Стэн сказал, что этот стиль немножко такой молдавский, потому что есть элемент вышивки крестиком. Я очень люблю вышивать крестиком. В детстве я очень часто это делала, и, наверное, из-за этого попортила себе зрение. К ней в комплект идет вот такое сердечко. Я убедилась, что вышивать на фетре гораздо тяжелее, чем на специальной на специальном материале дырчатом. И моя снежинка внутри, как вы видите, немножко расплылась, так что вот это сердечко у меня бракованное. Следующий комплект игрушек. Вот такие две варежки. Они неразлучные. Я просто не смогу их разлучить и подарить разным людям, которые не вместе. А дальше у меня идет игрушка-одиночка, потому что нет пары у этого милого оленя. Тоже идею посмотрела на Пинтересте, правда, немножко поменяла, как обычно, и он получился довольно милым. Интересно, кому он достанется. Следующая идея, она почти полностью моя. Это вот такой комплект. Мне очень понравилось, как я сочетала цвета, зеленый, красный, и тут вот идет нежный такой зеленый, белый. Дальше у меня идет такая елочка. Я просто не могла не сделать такой же, я влюбилась в этот цвет. Бубенцы считаются очень прикольным амулетом, они своим звуком отпугивают всякую нечисть, всяких злых духов из дома. Следующий у меня вот такой снеговик. У него все части тела завязаны ниточками, и они все отдельные, они двигаются, очень так мило получилось. Ведро у него из черного фетра, я прям пришила, потому что пришиваются очень хорошо. И вот тоже так вот будет висеть у меня на елке, или не у меня, а тому, кому я подарю этого снеговика. В общем, да, с игрушками у меня все. А теперь переходим на открытки. И для открыток я использовала вот такой картон. Он типа необработанный и очень приятный на ощупь и на цвет. Я просто обожаю такой цвет дерева. И на открытках у меня на этих две шапочки из фетра, на которых я вышила крестиком такой орнамент и пришила помпончики. Помпончики я сделала из наполнителя. Шапочки приклеены на обычный клей. Много клея не ставила, потому что может протечь насквозь фетра. На этой написано «Эта шапка согреет тебя» в 2018 году, а здесь «Желаю много тепла» в 2018 году. По-моему, очень мило. Следующие две открытки – это две елочки. И эти колокольчики на самом деле должны были пойти на еще одну такую елочку, но, к сожалению, я купила их слишком мало и подумала, что на открытке будет самое то. Здесь написано «La mulți ani cu drag». На румынском, когда поздравляешь с Новым годом или с днем рождения, или с другими праздниками, очень часто люди говорят «La mulți ani», что в дословном переводе значит «много лет жизни тебе». «Cu drag» это значит «с любовью». С Новым годом, дзынь-дзынь, на этой другой открытке написано. Перед тем, как показать следующие открытки, расскажу вам, что вчера мы покупали с Стэном елку, точнее, мы купили пихту, и после пихты, после того, как мы ее поставили, осталось много маленьких веточек, и, конечно же, я не могла их не взять домой, потому что я сразу знала, что я использую их в разных открытках или какие-то декоры придумаю. И вот какие открытки я придумала. Веточка вместо человечка, и веточку греет шарфик. На шарфике я вышила тоже крестики, разный орнамент. Здесь написано Merry Christmas. У этой веточки немножко по-другому завязан шарфик на бок. И написано Крачун Феричит, что с румынского значит «Счастливого Рождества». У этой веточки есть варежки. Вот, и ручки у нее в тепле. Написано здесь «Счастливого Рождества».
А у последней веточки шапочка такая милая, тоже с вышивкой на ней и с помпончиком тоже из накопителя. И написано Happy New Year. В прошлом году я, кстати, тоже делала открытки. Я сделала Дед Морозиков в разных стилях. У меня был Дед Мороз норвежский, у меня был Дед Мороз немецкий, украинский, румынский, молдавский. Вроде бы моим друзьям понравилось, так что надеюсь, эти открытки тоже понравятся. Из тех же самых веточек решила сделать вот такой подсвечник. Обычная баночка, по-моему, или от варенья, или от меда, или от горчицы, без понятия откуда она. Просто взяла с шкафа, сверху привязала и приклеила мешковину, чтобы она плотно стояла и не падала. И вот эти веточки приклеила сверху. Я обожаю такое. В этом году, так же как и в предыдущих годах, мы решили не брать елку, а брать пихту, потому что она не облетает так быстро. И мы обычно берем большую елку, нам очень нравится, чтобы ее было много, чтобы она вся светилась. И перебирая игрушки, мы наткнулись на старые советские игрушки 60-х годов. Они настолько атмосферные и такие прикольные. Правда, они не подошли под стиль нашей елки, но мы так поставили их в отдельную коробочку и будем их сохранять. Очень забавно, что раньше люди вешали игрушки в виде огурцов, в виде разных овощей, орехов или разных странных снегурочек. Это все очень интересно. И да, эти советские игрушки имеют свою такую отдельную историю и атмосферу. Я очень надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео и слушать мои рассказы. Я вам желаю счастливых зимних праздников и очень-очень много классных подарков. До новых встреч, пока!